Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Hardplay. Сегодня необычная тема для разговора — гадалки. Oh shit, here we go again. Огромные суммы денег по статистике люди выбрасывают на то, чтобы им предсказали их судьбу, излечили от проблем, от забот. Ванга. Фейк, либо действительно очень известная целительница, предсказательница, или все-таки кремлевский проект. Очень интересно. Версий существует огромное количество, но что мы знаем на сегодняшний день? Ванга — это человек, который родился... Секунду. Ванга — болгарское ясновидящее. Была обычной девочкой, но в возрасте 12 лет так случилось, что она ослепла. По некоторым данным, на нее, возвращаясь домой, налетел ураган, забил ей песком глаза, и в силу того, что не было средств их вылечить у семьи, она лишилась зрения. По некоторым слухам, догадкам, говорят, что ее изнасиловали и преступники выкололи ей глаза, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что именно после этих событий, как говорят, все окрестные села, деревни и, в принципе, вообще люди начали узнавать о том, что есть девочка, у которой появились способности предвидеть будущее. Как объясняла сама Ванга, ей помогают это делать некие существа. Правда это или ложь? Мы об этом, наверное, никогда не узнаем, но очень интересно. Что вы вообще знаете о предсказаниях Ванги? Какое их было количество? И знаете ли вы, что через 200 лет по своей, по-моему, смерти она предсказывала пришествие инопланетян? Да-да. Инопланетяне, если я не ошибаюсь, по ее предсказанию, что от третья. И если я не ошибаюсь, она сказала следующее. От Земли третья планета. Не помню, как назвали эту планету, но именно там она сказала искать пришельцев. Правда это или ложь, судить не нам. Я думаю, мы когда-то об этом узнаем. Но есть предсказания, которые не сбылись, но очень многие и сбылись. Как вы думаете, правда это, либо просто пальцем в небо? Версий существует огромное количество. Я думаю, каждый напишет свою в комментариях. Ну а сегодня мы посмотрим видеоролик Топи, нашего хорошего друга, товарища. Утопия Шоу. Спасибо тебе за проделанную работу. Ванговала ли Ванга? Топ-секрет. Доброго времени суток. Добро пожаловать. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И всем приятного аппетита. Я знаю, что многие из вас сейчас кушают. Поехали. А сейчас ты узнаешь, кто такая Ванга и почему. Интересная версия Топы. Всем привет! Сколько раз в интернете вы встречали фразы типа «вангую», Постоянно, или, например, я сам «Ванга часто и предсказывала». Но вот какая штука. Я под своими видео все чаще нахожу комментарии «вангую, через месяц будет 1 000 000 подписчиков». Но проходит месяца, а предсказания не сбываются. Я решил покопаться в этой истории. Быть может, Ванга тоже не предсказывала. И то, что я нашел, меня немного шокировало. Поехали. Родилась Ванга в Болгарии в 1911 году. Легенда гласит, что в возрасте 12 лет ее подхватил смерч, подкинул на 100 метров и ослепил ее, но взамен она получила пророческий дар. Но на самом же деле вся херня начинается с возникновения истории о Ванге. Если открыть любой сайт о ее жизни, то вы в любом случае увидите историю про ураган. Это вот прям, блядь, 100%. А что если... Я вам скажу, что урагана на самом деле не было, и это подтверждено метеорологическими сводками. Не может же быть такого, что во всем городе тихо и спокойно, но именно в том месте, где играла маленькая девочка, началась полная жесть. Но зачем тогда Ванге и ее семье врать насчет этого? Вероятно, что от стыда. И я сейчас объясню почему. Факт остается фактом. Полицейские архивы говорят нам, что именно в этот день, именно в этом городе была найдена 12-летняя изнасилованная девочка, а насильники выкололи ей глаза, чтобы она не смогла их опознать. Совпадение? Не думаю. Шли годы, и Ванга ничего не предсказывала, но вдруг началась война. Ну та война с Гитлером. Все начали терять родственников, у всех паника. А когда не знаешь, что делать, вам помогут экстрасенсы. И не говорите, что это не так. К экстрасенсам идут люди только тогда, когда не видят другого выхода. Тогда-то все и началось для Ванги. Она сказала, что на нее что-то снизошло, и она начала видеть все. Говорят, что она помогала определить местонахождение пропавших людей, зверей, солдат, указывала на всякие болячки и предсказывала смерть. Интернета тогда не было, но слухи разносились с дикой скоростью. Пропала кошка? К Ванге. Хочешь узнать дату свадьбы? К Ванге. Все, что Болит хочешь. писюн?
тоже к Ванге. Скажите, когда я найду свою любовь? Я точно знаю, что не в этом году. Ну, я это тоже как бы точно знаю. Сегодня 30 декабря. Да в смысле? У нее реально образовалась очередь, и она принимала всех. До тех пор, пока важные шишки в Болгарии не поняли, что Ванга это может нормально такой бренд получиться, и оформили ее как госслужащую. Оплата за посещение была нехилой, и за всю жизнь ее посетило больше 1 миллиона человек. Вы последний? Я за вами. Здравствуйте, это Ванга Экспресс. Что будете заказывать? О, здравствуйте. Можно, пожалуйста, одно предсказание на завтра и прогноз погоды? Любовь найти не желаете? И куда, вы думаете, шли все деньги? Ну, конечно же, в городскую казну. Ну и чуть-чуть в фонд имени Ванги. И это, наверное, первый случай официально работающего экстрасенса. Но вернемся к предсказаниям. Вы их видели в интернете, их там полно, на 5000 лет вперед. Например, то, что Кеннеди убьют, что теракт 11 сентября будет, что Чернобыльская станция взорвется. Да-да, я помню, я читала, она все это предсказывала. А теперь студите свои пуканы. Ванга ничего этого не предсказывала. Да все она предсказывала, ты тупой, сначала проверь информацию, я тебя найду, я тебе по роже дам. Успокойся, неадекватный. Более того, все, что ты видел в интернете, ну вот эти вот все предсказания с датами, годами, короче, это тоже все неправда. Ванга никогда не говорила точными датами. Она никогда не указывала дату смерти, например. Мало того, что вот это все в интернете предсказывала не она, так это еще и неверно. Например, начало Третьей мировой войны в 2010 году. Или это я тупой и просто не заметил. По-моему, с и 10 согласно по 14, свидетельствам да, ее предсказывала. близких, она никогда не предсказывала войн и концов света. С другой стороны, все не так очевидно, и Ванга действительно предсказывала будущее, но немного не так, как этого ждали. И есть, например, несколько видеозаписей, где она вангует. Слушай, ты больной на голову, но это не болезнь. Ты просто напуган. Все пройдет. А ты еще раз навестишь меня в мае, уже здоровый, и принесешь мне дорогой подарок. Цитирую реальные предсказания Ванги. Мир переживет много катаклизмов. Скоро к нам придут новые болезни. И знаете, тут реально не подкопаться, она ведь права. Только это все немного напоминает Капитана Очевидность, ведь то, что она предсказала, просто не может не сбыться. Но все равно, даже при таком раскладе, ей приписывают предсказания, которые не сбывались. Например, то, что Болгария станет чемпионом мира по футболу. Или то, что Россия ведет свои войска в Чили. И вообще не факт, что она это предсказывала, конечно, ведь это было написано в каких-то местных газетах. Например, вот Анатолий Строев, бывший журналист «Комсомольской правды», приезжал к ней вместе с другой журналисткой, которая просила помощи у Ванги. Та ей сказала, что она никогда не выйдет замуж и не забеременеет. Но буквально через пару месяцев... Нет, она не родила, это было бы совсем тупо. Пришла такая с пузом, а ей говорят, что она никогда не забеременеет. Нет, все не так было. Короче, через пару месяцев она, вопреки предсказаниям Ванги, вышла замуж, а потом уже родила. Извини, Ванга, не все должно быть так, как ты предсказала. Была еще вот такая вот история. В книге «Правда о Ванге» был описан случай, мол, к ней приехал актер Вячеслав Тихонов. Она ему сразу на пороге сказала, что он придурок, и то, что он не выполнил последнее пожелание своего лучшего друга Юрия Гагарина. Он же тебе сказал купить будильник и на стол поставить. Тут актеру якобы стало плохо из-за того, что он забыл это сделать, и он поскорее уехал оттуда. Но спустя какое-то время, когда эту книгу уже все прочитали и уверовали, у актера спросили, правда ли это. И он сказал: «Вы совсем ебанулись? Какой будильник, Дауны? Я с Гагарином даже знаком не был». Не исключено, что автор книги нафантазировал эту историю, потому что видел Вячеслава и Юрия, сидящих рядом, и подумал, что они лучшие друзья. Рядом же сидят. К Ванге стояли целые очереди важных людей даже из других стран, и они все были готовы поведать ей всю свою жизнь, лишь бы получить ответы на интересующие вопросы. И вот что рассказал полковник КГБ Евгений Сергиенко. Ванга много ошибалась, но это было не принято разглашать, ведь она имела репутацию целительницы, хотя на самом деле никого не лечила. Она искала всех пропавших людей, но не могла помочь даже самому простому следствию. Нужна была репутация самой святой бабушки в мире. И все ради того, чтобы получить информацию о тех, кто с ней общался. Именно поэтому не исключена версия, что ей в предсказаниях помогали люди, которым было выгодно создать такую репутацию. Сливали ей информацию о каждом. Именно поэтому она своими предсказаниями иногда попадала в цель. Расскажите, что с моей дочкой? Прием, как слышно. Его дочь закончила институт на отлично.
У вас рак яичек. Нет, закончила на отлично. Отлично. А в подтверждение этому можно привести рассказ главного российского разоблачителя экстрасенсов Юрия Горного. Он отправил к ней журналистов, чтобы понять, предскажет ли она что-нибудь настоящее. И на всякий случай попросил одного из них приклеить пластырь. Там. Прямо там. Как будто все плохо. Там. Но перед встречей телохранители Ванги позвали гостей в баньку. Ну там, выпить, попариться, оценить обстановку. И что вы думаете? Ванга при встрече сказала, что у одного из них проблемы. Там. Хотя никакой проблемы не было. Ванга скончалась в 96 году от рака груди. Она не захотела делать операцию, сказала врачам, что проживет еще 3 года. Даже тут не угадала. И через несколько месяцев ее не стало. Ну что я могу сказать? Бесспорно, Ванга делала какие-никакие предсказания, и все они туманные, их нужно додумывать. Безусловно, Болгария пользовалась этой бедной старушкой и зарабатывала очень много денег. Туризм пошел в гору, в конце концов. Но как тут можно винить эту бабушку? Всю жизнь она провела в говне и нищете. Отец бухал, и в конце концов она пережила то, чего врагу не пожелаешь. Так что каждый зарабатывает как может. А правда ли она была предсказательницей? Но тут каждый решит для себя сам. И, пожалуйста, не вздумайте читать русские сайты с предсказаниями в Ванге. Везде одно и то же, фейковые предсказания, вранье, все ради просмотров. А мне главное рассказать вам правду, друзья мои. Надеюсь, люди перестанут читать всякую ересь в интернете и начнут наконец думать головой. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Не забудь подписаться на канал и рассказать друзьям, а также поделись своим мнением в комментариях. Там. Всем пока. Совсем забыла сказать. В 2015 году создай канал на Ютубе. Что еще за ютубе? Бабка, ты совсем поехавшая? Слушайте, но видеоролик на самом деле очень интересный. А теперь я хочу вас спросить, ведь Утопия Шоу, он высказал всего-навсего свою теорию. Но как вы думаете, как было на самом деле? Давайте вместе просто поразмышляем, все равно в комментариях никто никого не знает. Была ли действительно Ванга ясновидящей, целительницей? Либо, как и сказал я в начале, обычный проект государства и спецструктур? Пиши в комментарии, я тоже от себя что-нибудь накатаю. Удачи! Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.